Привет! В этом видеоролике мы посмотрим, кто вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов. И в конце вы услышите мое мнение. Очень интересные матчи выдались в 1/16. Сейчас мы посмотрим, как сыграли команды и что будет происходить дальше. Погнали! Сейчас перед вами представлена дорога к Будапешт 26 году. И это 1/8 финала. У нас ПСЖ сыграет с Челси. ПСЖ отлично выложились с матча с Монако. Монако на самом деле допускали и сами виноваты по большинству своих ошибок. Это 2 красные карточки в 2 матчах подряд от Головина, и еще раз получили красную карточку во втором матче, и поэтому не смогли немножечко как-то сконцентрироваться, хотя все шансы на самом деле были. Галатасарай прекрасно сыграл с Ювентусом. Конечно же, по поводу второго матча к Галатасараю очень большие вопросы. Спустив рукава, вышли во втором матче и с красной карточкой чуть не умудрились проиграть. Сыграют они с Ливерпулем, шансы, конечно, невелики, но посмотрим, что турецкий клуб сможет сделать. Реал Мадрид достаточно уверенно, я бы сказал, сыграл с Бенфикой, и присуще это не единожды команда выигрывала Лигу Чемпионов, все-таки она умеет собираться и имеет колоссальный и большущий, огромный опыт в проведении таких матчей в Лиге Чемпионов. Сыграет с Манчестером Сити, посмотрим, какие шансы, пишите, конечно же, ребят, в комментариях, но я думаю, что Реал дальше пройдет. Аталанта сыграет с Баварией, Аталанта мужественно прошла уже один немецкий клуб, это Боруссия Дортмунд, к сожалению, в гостях у Боруссии ничего особо не получалось, и Аталанта, единственный, наверное, клуб, который нормально сыграл в 1/16, они прошли дальше. Ньюкасл сыграет с Барселоной. У Ньюкасла был достаточно, для них, наверное, это не самый сильный соперник в 1/16 финала, это Карабах. Они его, можно сказать, прошли еще с первого матча, и ответный матч там уже не сулил ничего интересного, но Карабах постарался и сыграл классно на самом деле. Здесь Барселона, я думаю, дальше не пройдет по причине того, что в защите, просто они теряются, и последние матчи с довольно такими даже не суперсильными клубами были, на ошибках, хоть и выиграны, но Атлетико сыграет с Тоттенхэмом. У Атлетико был довольно проходной соперник, с которым тоже только во втором матче удалось разобраться. Здесь, я думаю, Тоттенхэм их оставит без шансов. Будё снова, даже после Интера, на самом деле, это такая карма, можно сказать. Прошли суперсильный клуб, который играл в финале Лиги Чемпионов в прошлом году, но, к сожалению, уже не достаточно возрастной, и Будё, я думаю, дальше Спортинг тоже пройдет. Ливеркузен играет у нас с Арсеналом, там Олимпиакос греческий ничего не смог противопоставить во втором матче, 0-0 откатали. Я думаю, Арсенал, Байер точно уже выиграет легко. Большое спасибо, друзья, что посмотрели данный видеоролик. Такие у нас пары на 1/8. Пишите, что будет происходить, как вы считаете дальше, и какие пары у нас будут в 1/4. Все в комментариях пишите, подписывайтесь. Всем пока.